Всем привет! Меня зовут Оксана. В этом видео я сделаю сразу двух персонажей, как это было в одном из видео по Hollow Knight. В этот раз это будет аниме Гирацуко, или как это правильно произносится, я вообще без понятия. Когда я лепила эти фигурки, эту милую сладкую парочку, то у меня еще не было пастомашины, и приходилось мять глину вручную, а она очень сильно красит руки. Я пыталась, конечно, использовать вначале перчатки, какие-то другие приспособления, я все перепробовала, даже на пальчике, ничего не помогало, поэтому в итоге я забила и просто стала пачкать руки, потом очень тщательно их мыть все эти валики, чтобы раскатывать глину. И я смогу сказать вам, что с приходом в мою жизнь прекрасной пастомашинки она стала гораздо легче. Лепить вот так вручную просто адски трудно. Уже готов хвостик, и очень сложно сделать такими ровными эти полоски у енотихи. Поэтому я пыталась их подправить как-то вначале лопаточкой, но потом я решила, что все-таки это же мех, поэтому он должен быть на самом деле немножечко более растрепанным, нежели идеальным. К тому же сразу видно, что это ручная работа. Мелкие детальки лепить, особенно белые, очень трудно, потому что желтый, оказывается, очень сильно прилипает. Это очень прилипчивый цвет, очень яркий, и любые другие детали, элементы, когда они особенно светлые, начинают желтеть. Поэтому приходится очень тщательно мыть руки, использовать салфетки, а потом протирать каждую детальку средством для снятия лака. А в этом сложность лепки из полимерной глины сразу же в цвете, потому что разные цвета будут влиять друг на друга. Их можно почистить с помощью того же самого средства для снятия лака. Но лучше, конечно, брать не средство для снятия лака, кстати, а конкретно разбавитель для лака, потому что средство порой бывает слишком легкое. Так вот, очень неприятно, когда цвета смешиваются, они часто прям пачкают друг друга, поэтому на самом деле лепить из цветной глины, неудобно вообще. Наверное, лучше было бы красить все-таки с аэрографом. И недавно я его как раз приобрела. Я очень счастлива, потому что оказалось, что не так уж нужен хороший компрессор для аэрографа на первых порах. И поэтому мне вполне хватает аэрографа для ногтей и мелких деталей. К тому же я купила еще и бормашинку, и теперь у меня полный набор инструментов для лепки. Я, пожалуй, сделаю на них обзоры, все расскажу, покажу в других выпусках. Я постараюсь сделать об этом побольше видео, просто поговорить с вами. Наверное, без процесса, просто разговорные видео. Мне уже, конечно, предлагали мои подписчики делать такие видео, но мне сложно разговаривать на камеру и пытаться что-то сказать вживую. Поэтому это видео станет моим первым в такой линейке, потому что его я делаю вообще без сценария. Это адски трудно разговаривать на видео без сценария. Вы могли заметить разбросанность в моей речи, что я стала разговаривать как-то по-другому. Странно. Вот это потому, что я совершенно не подготовлена, у меня есть только маленький план. Я буду тренироваться и, надеюсь, стану в этом лучше.
Так вот, дальше мелкие детальки я делаю из мягкой глины. И это была ошибка, это была серьезная ошибка. Я помню, как я страдала с этой кофточкой. Просто адски неприятно делать что-то из мягкой глины, которая называется софт скальпи и фимо. Здесь конкретно использована была марка Фима, и она слишком сильно размягчается под горячими руками. Того, что ты постоянно мнешь глину, постоянно с ней работаешь, руки становятся горячими, глина становится еще более мягкой, буквально течет, и это все очень неприятно. Мне очень нравится делать разные фактуры с помощью фольги и щетки зубные, например, шарфик, чтобы сделать. Я просто потыкала кусочек глины щеточкой. Это уже вторая фигурка. Я так понимаю, что это животное шакал. Он, наверное, койот или шакал. Мне кажется, так. В сериале у него очень прикольная мимика. Я не смотрела сериал, но те картинки, референсы, которые я посмотрела, мне очень понравились. И эта парочка смотрится просто офигительно. Чтобы сделать его лицо, сначала я, конечно, выдавливаю просто круги, потом вставляю белые шарики, потом уже сверху добавляю веки. Чтобы сделать капюшон и его белую шерсть на капюшоне, я использовала полупрозрачную глину для того, чтобы она смотрелась более пушистой, более мягонькой. Чтобы сделать какую-то фактуру, на самом деле не обязательно лепить каждую детальку, ворсинку отдельно. На самом деле можно сделать, вот как я делаю, эти колбаски, затем вырезать треугольнички, немножечко скатать и налепить. Сделать это в несколько слоев, например, вот в 3 слоя, и будет достаточно пушистым. Собственно, вот результат. Спасибо большое за просмотр. Отдельное спасибо моему самому первому патрону, Джон Лину. И я очень ему благодарна. Спасибо за просмотр и пока-пока.